Ролик создан при поддержке моих бустеров. Весь контент на канале выходит благодаря им. Ну а на бусте выходят ролики на день раньше и без цензуры. Также там есть эксклюзивные видео, которых вы никогда не найдете на ютубе. Ну а ссылочка на бусти будет в описании. После исключения из своей школы Номура переходит в другую, где каждая девочка ненавидит его и носит меч. Никто не знает, что он самый сильный мечник, который решает не пользоваться мечом и править школой, заставляя всех девушек влюбляться в него. Номура — сирота, который вырос, подвергаясь издевательствам и пыткам во время боевых тренировок мечников со стороны своего дедушки. Эти тренировки нанесли ему столько шрамов по всему телу, что он сбежал из дома и перестал пользоваться мечами. С тех пор он решил использовать только рукопашный бой и создал способность под названием «Магическая пуля», когда он может сконцентрировать всю свою силу для создания разрушительной атаки. В средней школе он встречает ученицу по имени Амо. К его удивлению, Амо выглядит женственно и шутит, что может спутать его с девушкой и поцеловать его. Он быстро оказывается позади Амо и пытается поцеловать, но в ответ он получает удар локтем. Несмотря на странный подход, Амо впечатлен и становится его другом. В настоящем ученик благодарит Номуру за то, что тот спас его от хулиганов, и предлагает провести для него экскурсию по школе. Приходит Амо и предлагает то же самое. Однако Номура отклоняет предложение Амо и говорит, что у него уже есть планы. Он продолжает идти по коридору вместе с учеником, но Амо приходит в ярость и нападает на него. Амо говорит, что Номура должен общаться только с достойными людьми. Номура недоволен поступком Амо и решает сразиться с ним. Номуре предлагают стать подчиненным Амо, но он отвечает, пытаясь ударить его. Амо хватается за живот и режет руками грудь, как будто это лезвие. Из-за полученных травм Номуре пришлось восстанавливаться в больнице, и когда он вернулся, он был исключен. Ему удается поступить в новую школу, и он с удивлением видит, что все девчонки носят оружие. Он удивляется еще больше, увидев, что мужчины одеваются и ведут себя как девушки. Он заговаривает с Масуко, студентом-мужчиной. Масуко предостерегает его от неосторожности и советует ему вести себя как девушка, если он не хочет быть побитым. Но наш мальчик не хочет краситься и одеваться и настаивает на том, чтобы делать только то, что ему нравится. Он входит в свою комнату, и его встречает Рин, один из верховных 5 мечей, который управляет академией. Они защищают школу от парней и наказывают тех, кому это необходимо. Раньше это была полностью женская школа, но она начала принимать мальчиков в качестве учеников, которые показали, что хотят терроризировать всех девочек. В результате девочки начали использовать оружие и превратили их жизнь в ад. И, видимо, девочки уже сообщили, что Номура такой же мужлан. Номура заявляет о своем несогласии с их правилами, и она решает исправить его поведение, а перед этим он смотрит одной девушке под юбку. А, точно! Фиолетовые! Рин начинает гоняться за ним с мечом и умудряется порезать его галстук, когда они приземляются на территории школы. Он уворачивается от каждой атаки, и она хвалит его за быстрые рефлексы. Она делает еще одно движение, чтобы атаковать. Он следит за ее ногами и пытается поставить ей подножку, но она меняет позицию и за доли секунды рассекает часть его лица. Номура поражен ее силой и надевает свои перчатки защитой от лезвий. Она пытается атаковать его, но он быстро отклоняет ее. Рин зажимает Номуру между собой и деревом, не давая ему сбежать. К счастью, он замечает возможность и проскальзывает за ней. Она замахивается для удара, но он уклоняется от него с помощью волшебной пули, которая отправляет ее в полет. Номура хвастается своей секретной техникой, но по какой-то причине Рин уже знает о ней. Предположительно, о ней знают лишь несколько человек. Он хочет знать, как она об этом узнала, но тут приходит Нона, подчиненная Рин, и ударяет его по голове, в результате чего они целуются. Позднее он узнает от Масуко, что ему нужен листок с печатью верховных 5 мечей, чтобы покинуть кампус. Номура навещает Рин на следующий день, узнав, что у нее температура. Он просит ее подписать разрешение на выход на улицу. Она ставит печать и теряет сознание из-за болезни. Он пытается поймать ее, но в итоге получает очень приятную сцену. Входит Нона, неверно истолковывает эту сцену и начинает преследовать его. Во время бега он сталкивается с Чоуко, подчиненным верховного 5 мечей. Она носит с собой хлыст в качестве оружия, и вместе с Нона они сражаются с Номурой, чтобы исправить его поведение. Номура надевает перчатки и говорит, что не будет уделять им много внимания.
Но Нона целится в его запястье, и он видит ее в такой же позе, как и Рин. Чоука говорит ему, что они занимаются коррекцией второго уровня, где 2 или более человека выполняют наказание. Единственный ученик, который пока справился с этим, это императрица, которая также является новенькой в этом году. Девушки одновременно пытаются ударить его, но он быстро хватает Нону за запястье и ее оружие, и быстро опутывает ее руку. Он стреляет волшебной пулей в Нона, и ее вместе с Чоукой отбрасывает в сторону. Рин забирает Номуру рано утром и говорит, что будет присматривать за ним и будет все время рядом с ним. В соответствии с протоколом, она проверяет его сумку перед тем, как идти в школу. Вскоре после этого появляется Мэри, одна из верховных 5 мечей и старшая сестра Чоуки. Она выступает против надзора Рин и говорит, что Номура должен быть немедленно исправлен. Она настаивает на том, что сделает это, что не одобряет Рин. Пока две девочки дерутся, Номура преследует Чоука. Он быстро отбирает у нее плеть, но она падает в обморок посреди их поединка. Он не понимает почему, пока не осознает, что его штаны спустились. Он быстро поправляет их, и когда поднимает глаза, то с удивлением видит девушку, которая выглядит точно так же, как Аму. Он спрашивает, является ли она Аму, и спрашивает, как он стал женщиной. Она отвечает, что он принял ее за кого-то другого, так как она всегда была девушкой. Номуру не верит в это и готовится напасть на нее. Однако он останавливается, услышав, как Мэри выкрикивает его имя. Он понимает, что его штаны снова спустились и теряет таинственную девушку. Мэри настолько искусна в обращении с мечом, что ей удается прорубить защиту Номуру, а именно перчатки Номуры. Затем она разрезает его униформу и пронзает жизненно важные органы, причиняя боль в спине. Он уклоняется от ее ударов, но ей все же удается причинить боль, в результате чего он становится обездвиженным на доли секунды. Он снова встает на ноги и пытается подойти к ней, но это оказывается сложнее из-за ее меча. Она смеется, так как уже знает его тактику и не дает ему приблизиться к ней. Видя, что ему больше нечего делать, Номуру бросается вперед, чтобы закончить бой. Она вонзает свой клинок ему в живот, но он подготовился к этой атаке, положив книгу туда. Она держит дистанцию, когда он подпрыгивает в воздух и наносит ей удар книгой. Мэри думает, что он воспользуется ее женственностью, однако он решительно отказывается от ее предложения. Когда она понимает, что он не похож на того, о ком ходят слухи, она дарит ему свою печать на разрешительном листе. Позже Номура находят Масуко избитый и связанным посреди кампуса. Он хочет помочь ему, но Рин и Мэри останавливают его, так как у них плохое предчувствие. В Арабии один из верховных 5 мечей бросает им вызов за нарушение порядка в кампусе. Он спрашивает, почему Масуко наказан, и она отвечает, что он принес запрещенный предмет в помещение. Если он сможет преодолеть испытание Сумо, она отпустит Масуко и даст Номуре свою печать. Услышав это, у него появляется мотивация, и он соглашается. Подчиненные в Арабии объявляют, что они будут их противниками, но его противник не девушка или парень, а огромный медведь по имени Кёба. Номура атакует Кёба в момент начала раунда. Он выпускает волшебную пулю, но он не наносит урона из-за размеров медведя. Он снова делает то же самое сзади, но понимает, что этого недостаточно. Когда медведь нападает на него, он подкрадывается со спины и пытается сделать суплекс. Пока все вокруг переживают, что у него ничего не получится, он вспоминает, как он был маленьким, худеньким ребенком, который противостоял массивным взрослым. Рин и Мэри кричат, чтобы Номура закончил, но он отказывается. Он говорит в Арабе, что ему все равно, насколько она могущественна. Он никогда не потерпит, чтобы она причиняла боль невинным людям, таким как Масуко. Он кладет Кёба на землю и показывает, что развязал Маваси медведя, что делает его победителем по правилам сумо. В Арабе приходят в ярость и говорит им встретиться на крыше. Номура встречает Сатори, странного члена Верховной 5 мечей. Она заявляет, что поможет ему найти способ попасть на крышу и дает ему свою печать. Добравшись до крыши, в Арабии оскорбляет Рин и Мэри за то, что они полюбили его вместо того, чтобы приучить его к дисциплине. Мэри спускается вниз, чтобы разобраться с девочками в Арабии. Пока Рин идет против Вараби, а Номура сражается с медведем, он пытается использовать здравый смысл интернета для борьбы с медведем, но получает мощный удар в лицо. Вараби обнаруживает, что медведь тренировался в боксе. Кёба снова пытается ударить его по лицу, но тот быстро уклоняется и пускает в ход магию. Он делает несколько шагов назад, пока
пока не понимая, что загнан в угол. Девушкам приходится нелегко в борьбе с противниками, но Номура мотивирует их тем, что поблагодарит их за помощь в обустройстве новой школы. Он провоцирует медведя, который снова пытается напасть на него, но останавливается на полпути. Когда он видит, что медведь опустил голову, он использует эту возможность, чтобы выпустить мощный удар и сбивает его с ног. С другой стороны, Рин удается победить Вараби и получить 4-ю печать для Номуры. На следующий день занятие отменяется, потому что императрица начинает буйствовать против 5 верховных мечей. Рин потрясена новостями и упоминает имя Аму. Это сразу же привлекает внимание Номуры, особенно когда ее описание совпадает с Амо. Он начинает путать этих двоих. Хотя имя императрицы звучит так, как будто она женщина, но он знает, что Аму парень. Во время прогулки Номура замечает Инабу, единственную ученицу средней школы, и 5-ю девушку из верховных мечей. Масука предупреждает его, что он не должен приближаться к ней. Однако он не слушает и продолжает подходить, чтобы получить ее печать. Он находится всего в нескольких дюймах от нее и останавливается, когда она стремительно замахивается клинком, не замечая его. Однако Инаба уверяет его, что не порезала бы его, и рассказывает, что Юкина, директор школы, доверила ей заботиться о нем. Во время разговора она безжалостно разрезает бабочку пополам, поэтому он напоминает, как она бы могла убить такое существо, и более разумно, если это будет мотылек. Она отвечает, что не видит разницы между ними, и он понимает, что она слепа. Номура замечает какую-то суматоху на крыше. Он спрашивает ее об этом, и она говорит, что это императрица, и упоминает, что она отстранена. Без раздумий он спешит на место происшествия. Прибыв на крышу, он обнаруживает, что все его друзья ранены. Когда он помогает Вараби, Юкина появляется из ниоткуда, не замечая его. Она говорит, что разберется с ней, и поручает ему помочь Рин и группе, которая в настоящее время сражается против императрицы. Инаба уже ранена, но все еще пытается напасть на Амо. Однако Номура отталкивает ее в сторону и нападает на Амо. Он бьет ее, но она пробивает ему живот. Она прославилась своим приемом под названием аутоконтр. Все думают, что ему конец, но он встает и показывает, что был подготовлен с помощью книги, прикрывая ею свой живот. Амо говорит, что когда-то они были лучшими друзьями, но по его словам все пошло как-то не так. Номура выражает, как сильно ненавидит ее за то, что она обидела его друзей в академии. С мрачным видом Амо заявляет, что он должен умереть. Не потому, что она его ненавидит, а потому, что полюбила его и не может смириться, видя его рядом с другими девушками. Номура считает, что не может использовать волшебную пулю, так как она сработает против нее только один раз. Если он облажается, то окажется в невыгодном положении и не сможет защитить других девушек от нее. Но Рин и Мэри подбадривают его. Он улыбается и с готовностью смотрит в лицо Амо. Он встает в стойку мечника, намереваясь атаковать ее с близкого расстояния. Но она без труда уклоняется, отвлекается на долю секунду, и он использует эту возможность, подкрадываясь к ней сзади, и атакует, но она видит его насквозь. Он использует свой пиджак, чтобы обмануть ее, когда она пытается ударить его ножом. Он делает шаг назад, но она быстро набрасывает пиджак ему на голову и пытается ударить его ногой. К счастью, Инаба приказывает ему прыгнуть в ее сторону. Инаба читает ему лекцию за его безрассудные действия. Вместо этого она советует ему использовать слабость Амо, чтобы победить ее, в том числе приманить себя. Номура считал, что ему нечего терять, если бы он сражался без оружия. Но с тех пор, как он поступил в академию, он понимает, что ему нужно защищать жизнь, включая верховных 5 мечей. Амо смотрит на него с болью в глазах. Начинается дождь, и смена погоды параллельна эмоциям Амо. Когда ее печаль сменяется яростью, она выражает намерение лишить Номуру жизни. Номуру намеренно обнажает свои жизненные важные точки. Она режет его торс, и он использует этот шанс, чтобы выпустить в нее волшебную пулю. Она падает на землю, являя собой зрелище, схожее с тем, как они сражались раньше. Несмотря на огромный удар, Амо удается подняться. Она говорит, что не собирается падать от одного удара, поэтому Номура вызывает ее на бой с ним. Они продолжают наносить друг другу удары, словно им нет конца. Амо продолжает хотеть большего. Он вот-вот проиграет, но когда слышит, как Рин выкрикивает его имя, он приходит в себя и выпускает волшебную пулю. Тем не менее, она также автоматически контрит его. Его рвет кровью, и он решает, что Амо просто играет в соответствии со своим стилем. Она кладет его руку себе на грудь и бросает ему вызов, используя свое мастерство. Он спрашивает, могут ли они остановить это безумие.
безумие, но она не разрешает. Она говорит ему, что любит его так сильно, что хочет его убить. Она снова просит его быть с ней, но он улыбается, отказывая ей в просьбе, и бьет ее своим движением. После боя Инаба предлагает Номари стать его учителем из-за его неаккуратного умения драться. Он в замешательстве, почему он должен принять это предложение, но она даст ему свою печать, если он согласится. Приходит Юкина и приказывает всем уйти, кроме Номары, потому что он только что сам себя исключил. Услышав новость, он прощается со своими друзьями. Во время прогулки он видит Инабу, которая снова спрашивает о своем предложении. Он отказывается быть ее учеником, и она упоминает, что Ама уже в аэропорту. Он спешит в аэропорт, но Инаба говорит, что хотя он исключен, он не может уехать за территорию, пока у него не будет пятой печати. Чтобы бежать за Аму, ему ничего не остается, как принять ее предложение. Номера успевает вовремя и встречает Аму. Когда они вместе переживают свой последний момент, Аму говорит ему быть самим собой и делать то, что он хочет. На прощание она говорит, что он принадлежит только ей и всегда будет в ее сердце. Он возвращается и встречает Рин возле их академии. Появляется Мэри и объясняет, что его не отчислили и что Юкина просто пошутила. Тем не менее, эти двое остаются рядом с ним, чтобы понаблюдать за ним. Рин спрашивает, хочет ли он остаться в академии или хочет уйти. Он улыбается и отказывается делать выбор и предлагает всем развлечься.